Родина – это мама. И от этого никуда не денешься. Ну как это не денешься? А если тебя усыновляет другая мама, которая не пьет, не колется, не бьет тебя? Тогда что? Не знаю, наверное, да. Нужно было человека спросить, что он думает, как он мыслит, чем. Ну как иначе? Именно его узнать, психологию, какой он есть на самом деле, что он... А так проверять как его. А что мы от этого получим, узнав, патриот ребенок или нет? Да ничего. А что можно получить? Стоит. А как это проверить? Ну как, тестирование даже сейчас не знают, как ответить на этот вопрос. Я даже не знаю. У нас на это очень мало сейчас обращают внимание. Но это очень много. У меня детей нет, так что я, извините. Нет, рано. Понять должен, в каком он обществе живет. То есть за какое общество он может положить свою жизнь, здоровье и так далее. Если общество к нему никак, что-то он должен перед ним распинаться. Я понятно говорю? Боже мой, ну наконец-то. Ну, я не один в этом мире, получается. Это же так же, как перед любимой девушкой. Хочешь доказать ей свою любовь, ну уж, я не знаю, не только цветочки, а время посвящай жизни. Это так же приблизительно к патриотизму. Но если девушка вообще не хочет смотреть, то в конце концов это впустую вылетает. Так что нужно двусторонний как бы момент. Что значит проверять? Воспитывать его нужно, а не проверять. Нет, я думаю, что это просто должны жизненные ситуации ребенка учить, школа учить, семья учить. Вообще-то да не стало. Надо. Нужно, да? Да. А как это проверить? Это любовь к родине, нашей Украине, например. Я живу здесь, я люблю. У меня складывается впечатление, что женщина, и видно по ней, что ей живется очень хорошо, она не может подобрать слова, а что же она там любит. Ну, не жалея жизни, отдаешь все нашей родине, нашей Украине. Вот. То есть люди гибнут ради того, чтобы за свои идеи. Вот. И вот я считаю, что это патриотизм. Не жалея ничего, отдаешь все, включая жизнь. Вот я думаю, рождается человек, он рождается за деньги, в школе учится, постоянно заносы, поступает в университет, если нормальный, то понятно, как поступает. Везде, везде, везде за все платит, медицина платит, еще и не какая-то медицина, за все, а потом приходит время, ему говорят, слышь, а ты не хочешь долг еще отдать? Нет? Ну-ка давай в АТО. Ну, це поняття дуже складне. Я не знаю, думаю, ні. Цю дорослої людини це важко перевірити якось, якщо казати. Зачем? Возраст. Вы в первого класса спросите. Я Достоевского читал, учил в 10 классе. Я его сейчас перечитываю. Она заставляет. В каком возрасте? Проверять уровень патриотизма, наверное, должны родители. И так проверяется. Стоит. По разговорам. По общему отношению детей. Друг к другу, во-первых. Ну, девушка, хорошо, они не патриоты, они должны будут отправляться в какие-то спецшколы для непатриотов, там они будут вставать в 7 утра, петь гимн Украины 5 раз. Ну вот девушка, которая стесняется раскрывать широко рот, почему надо проверять детей и куда этих детей потом отправлять, или что с ними делать, или их на переработку, или что? Почему нет? Потому что они еще не сформированные. Патриотизма у них еще нет, они еще не знают этого слова. А вот у этой женщины уже есть, она уже сформированный человек, сформированный патриот своей страны. Не знаю, мне кажется, это какая-то, может быть, наверное, дискриминация. Но может быть, но ребенок всегда отражает ситуацию в семье. Вот. И может быть в семье, там, учитывая, что у нас сейчас много переселенцев, не все они имеют ультрапатриотичные взгляды. 100 раз уже это слышал о том, что переселенцы это люди, за которыми глаз да глаз. Вот, по крайней мере, это поможет такому ребенку
адаптироваться в нашем обществе. Вот, допустим, в семье одно, а в обществе другое. То есть, чтобы не было каких-то проявлений нетерпимости, мне кажется, что, наверное, не стоит. Мне тяжело сказать, но вот, наверное, патриотизм — это вот как в 2014 году вот люди стояли возле военкомата. Это разные модели. Вот это и есть патриотизм. Заметьте, патриотизм проявляется четко в одном. Люди пошли в АТО. Люди воюют в АТО. Люди с Черниговской области поехали в Донецк отстаивать свои интересы. Вот это и есть патриотизм. Я не знаю многого об украинском патриотизме. Я этого не скрываю, мне это не стыдно. Когда помогают, даже если, например, человек не может пойти сам в армию, такое тоже может быть. Но, по крайней мере, они помогают тем, кто там. Вот, мы же защищались. Наверное, это. А как это проверить? Ой, не знаю. Это уже задача учителей, наверное. Не стоїть, тому що ви нічого не розумієте. Не, ну что, можно и проверять уровень патриотизма. Меншій ні. Проверять, конечно, можно. Старший? В старшій школі, так. Да. Ну не в молодших класах. В молодших класах дитина ще нічого не розуміє, що їй розказують батьки, те вона може повторити. Но осознано дитина в молодших класах нічого не розкаже. Особисто від себе. А в старшій школі, да, в старшій можна перевіряти. А в старшей школе дети, уже подросшие, превратившиеся в юношей, уже рассказывают о том, как они любят страну. Я другого не могу понять, как эти дети, превратившиеся в юношей, потом превращаются в молодых людей, которые мечтают куда-то сбежать из горячо любимой страны. Парадокс. У меня так болит плечо, я не могу разговаривать. Нет, конечно. А почему нет? Потому что в каждой семье есть свои патриоты и свое видение на патриотизм. Смотря с какого класса. Не с первого же, конечно. Патриотизм – это беззаветная любовь к родине. Готовность защищать ее до последнего вздоха. Устраивает такой вопрос? Без сомнения, меня такой ответ устраивает. Меня не устраивает другой ответ на вопрос о том, что это государство вообще для вас сделало с момента вашего рождения. Потому что в ответ я всегда слышу одно. Я думаю, стоит. Я, например, слышала, когда бежали школьники, ну и, скажем, да, оскорбили, они сказали, что типа хохлы там, ну, типа хохлядская шапка или что такое. То есть, ну, это вообще ненормально. То есть сами себя оскорбили, ну, если они наши школьники. А если они не наши и каким-то образом затесались в украинскую школу? Надо бы позвонить уже. То есть, получается, знаете, они типа сказали, хохол не человек, что-то вот такого плана. Это они услышали, наверное, все-таки от своих, не знаю, родителей, может быть, где-то на улице. Ну, то есть это как бы, знаете, плевок в сторону как бы Украины, ну и нас, украинцев. Что? А вы что, не знаете, проверяют? Ну вот мне интересно ваше мнение. Как вы считаете? Задавать вопросы им. Как он относится к этому? Зачем мне все это? З молоком матері треба, щоб впитували пісні українські, українську мову, культуру. Іначе вже в Донецке тих не научишь никак, особенно стариков. Уже там не все, конечно, гиблый номер. Так що треба дітей, непрерывно треба учити, прививати. Що ж підеш, он плазм, праздник детский, все на російській мові. А де ж я не тут, а де ж українська, а де ж патріотизм. Так що треба. Постоянное привязывание патриотизма к языку тоже это тема ровная, знаете, но я вот родился в русскоязычной семье, меня окружали русскоязычные друзья, я постоянно разговаривал по-русски, я и сейчас говорю по-русски, я знаю украинский, но говорю по-русски, значит я не патриот. Друзья, вам не кажется, что вы бредите? Я не знаю, ну ви ж Моторолу ховали, ви бачили, що робили, ну это що з ними делать, я не знаю. Они сами шли, чи їх, що з ними робити? Я не знаю. Если бы видели эти декларации, если правительство это занимались людьми, то, конечно, если бы у нас был уровень жизни, то мы, конечно, даже как в России, конечно, мы были в России, ну что ж, нищеброды, и нас сделали всех нищими. Так что дуже важко. Ну вот раньше мы могли бы видеть эти декларации, вы бы их никогда не увидели. Уже есть, теперь мы уже знаем, ну, народ знает уже более конкретно. Понял? Вот. Свобода. Вот вы можете сейчас, я вам могу говорить все, что угодно. Не знаю, куда вы там собираетесь писать все. Вот. Могу, правильно? Могу говорить все, что захочу. Раньше
Уже забрали меня под белые рученьки, и вы меня не нашли. Уже бы забрали меня под белые рученьки, вы бы меня не нашли. Где жили все эти люди? Я не могу понять, где они жили при Януковиче. При Януковиче ты открывал «Украинскую правду», и вот так вот везде был Янукович. Причем эпитетов не выбирали. Ты открывал любое издание уровнем пониже, и там было про Януковича 95%. Где жили эти люди? Кто их забирал? Куда их увозили? Почему их нельзя было? Их убивали всех. То есть 3 года назад забрали? 3, может больше, я не знаю. Ну, прогресс есть, конечно, мы на верном пути. Все, после этого я уже не комментирую, прогресс есть, мы на верном пути, я уверен, что путь этот будет окончен просто блистательным финишем. Пока. Петя, что ж ты любишь жить? И мы его выбрали, а теперь он у него 100 этих там, по-моему, предприятий, он говорит, я це заробив, і твоя був президентом. І тут же пишуть, давайте ще по 5 гривень на армію зробимо. Що це за життя таке? Хочу, як в Європі, хоч би, щоб 1000 євро було пенсія, щоб я мог хоть поїхати, щоб это. Я еще не везде был. Вот я таке у мене складається впечатлення, що Бог клепки не дав славянам. Какой-то не дав клепки. Вот смотри, белорусы, ну, как-то живут там, россияне, что они там живут, да, мы что, не видели их деревни, які там все розвалено, Украина, что там что-то. Так что я только шел и видел негров, вот, эмигрантов, я подумал, надо брать их, нам, этих молодых хлопцев, там 3 месяца обучили, хотите, и на Донбасс. Отвоевывайте себе, дали тебе Черниговой земли и все. Решение проблемы. Знаю, как-то, пока они там, ну, где-то я считал, что они развалятся. 100 лет, правда, надо. Я не то живу. Они развалятся, они все делают, смотри. Была Российская империя, 300 років Романови, розвалились. Был Советский Союз, 70 лет, розвалились. Сейчас он что-то там трепыхается и делает все то, что делал Советский Союз. Что? Оружие там, это все, а людям же, когда что же терпение? Водку дешевую выпьют, им же тоже когда-нибудь терпение закончится, и они скажут, хватит, мы хотим пожить как люди. Так что сосед нам Бог дал соседа, все виноватый Святослав такой. Терпение главное. Даст Бог, вы доживете, я, наверное, нет. Как Некрасов, знаешь? Жаль только, жить в эту пору прекрасную. Знаете, железная дорога, не знаешь? Жить в эту пору прекрасную. Не придется ни мне, ни тебе.